Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро, выходной день. И как вы уже заметили, у нас все в процессе. Жена подготавливает досочку, только что меня сменила. Посмотрите, какая красота. Я не знаю, если камера передает, видите, такая дымка поднимается. Потому что температура воздуха сейчас где-то плюс 11, плюс 12, а температура воды где-то 21-22. Поэтому идет такое испарение, очень красиво. Друзья, ну и, конечно, как вы поняли, выбрались мы сюда не просто так. И у нас сейчас будет подводный поиск с металлоискателями. Да, друзья, вы не ослышались. Именно с металлоискателями, так как сегодня у нас будет первый совместный подводный поиск с моей любимой женой. Подготовились, наконец-то все докупили. Маски, груза, ну, все необходимое для подводного погружения. Сегодня взяли с собой, посмотрите, аж две подводные системы от фирмы Blue 3. Это наша новая модель Nomad Mini. И наша проверенная модель это Nemo. Между прочим, Nomad Mini ни разу не погружались, она у нас в полной комплектации, идут сразу две батареи. Поэтому, друзья, кому интересно, досмотрите до конца. Буду разгружать все две батареи специально. Хочу посмотреть, насколько хватит времени. Так, что хотел сказать. У нас сегодня есть назначенный пункт поиска. Это вот за этим полуостровом находится остров. Небольшой островок. В прошлый раз, когда катались на доске, делали такую разведку, увидели, что возле этого острова есть большое скопление людей, играют в мяч, купаются. Подплыли, посмотрели, и там, оказывается, есть такой, ну, довольно-таки большой, есть где поискать пляжик с одной стороны. Поэтому, друзья, если еще до нас никто не додумался, то мы будем первые, и за столетий по-любому там будет что-то натеряно. Поэтому погрузимся уже сегодня совместно с моей любимой Анечкой и уже посмотрим, что нас ждет на глубине, на дне этого необитаемого острова. Все, сейчас быстренько погружаем все на доску и отправляемся непосредственно в пункт назначения. Погнали! Ну что, друзья, пришвартовались мы на нашем необитаемом острове. И посмотрите, сейчас я вам покажу, какая здесь красота. О, посмотри, лилия какая-то интересная. Смотрите, друзья, вот это все пляж. Сейчас я зайду в водичку, покажу вам, посмотрите. Кристально чистая водичка. И здесь можно идти довольно-таки далеко. Вы видите, насколько я отхожу? Вон там наша доска. То есть это все пляж. Но я сразу заметил, что уже есть некие ямки. Не будет ли так, что уже до нас кто-то был? Потому что мы знаем, что уже начали ездить по нашим следам. Смотрят наши видео и ездят по нашим следам. Ну так бывает, ничего не поделаешь. О, смотрите, друзья, кто-то потерял сандалик. Я говорю, мы в прошлый раз здесь вот плавали и видели, как это вот... Крокс. Крокс, покажи. Да, точно, Крокс. Мы в прошлый раз здесь плавали и видели, что вот именно на этом побережье очень много людей плескались. Так что, друзья, все, сейчас быстренько подготавливаемся к нашему... Ох, какой красавчик! Подготавливаемся к нашему подводному погружению и непосредственно посмотрим, какие сокровища ждут нас на побережье этого необитаемого острова. Все, друзья, погнали! Ну что, друзья, мы полностью приготовились к нашему подводному погружению. Как вы видите, посмотрите, как выглядит мой начинающий аквалангист. Все, друзья, не будем затягивать. Нам удачи, погнали! Друзья, я снова рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется Nomad Mini от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была.
И первая находка сегодняшнего погружения – это рыболовная снасть в виде грузила. Примерно через 15 минут нам попадается первая находка в виде ювелирного изделия – огромная женская серьга. К сожалению, бижутерия. Следующая находка – это уже именно то, что мы ищем. И нам попадается первое серебряное кольцо 835 пробы. Зачет, друзья, зачет. И вслед за серебряным кольцом нам попадается еще одно серебро. Но на этот раз уже не просто ювелирное изделие, а серебряная монета 1/2 швейцарского франка 1951 года, изготовленная из серебра 835 пробы. И это для меня очень значимая находка, так как я коллекционирую все серебряные монеты, найденные собственноручно. Этот экземпляр, несомненно, отправится в мой альбомчик. Однозначно зачет. Следующая находка снова монета, но на этот раз 50 немецких фенингов 1950 года. На этот раз находка снова удивила, и нам попадается огромный крестик с Иисусом, а с обратной стороны надпись «Anno Santo 1950 года. Германия».
Следующая находка – красивое женское кольцо. К сожалению, бижутерия. На этот раз попадается рыболовная снасть в виде грузила. Следующая находка довольно-таки частая в подводном поиске, и это солнцезащитные очки. Друзья, если вы обратили внимание, и у меня, и у жены перед погружением были установлены экшн-камеры сверху над масками. И как вы можете заметить, сейчас у Анечки камеры больше нет. А что произошло и куда она исчезла? Смотрите дальше, и мы обязательно все расскажем. Следующая находка – красивая и очень интересная серебряная подвеска. Но что именно здесь изображено, мы до сих пор так и не разобрали. Друзья, напишите в комментариях ваши варианты, будет интересно почитать. На этот раз попадается старинный телефонный жетон. Следующая находка, уже вторые за сегодня, солнцезащитные очки.
Озеро не переставало радовать своими сокровищами, и на этот раз нам попадается красивое серебряное кольцо 925 пробы. На этот раз находка очень порадовала, и нам попадается огромная серебряная цепочка 925 пробы, да еще и с красивой подвеской. А на подвеске награвированное имя Таня. Зачет, друзья, зачет. И следующая находка, уже третий по счету за сегодняшний выход, солнцезащитные очки. На этот раз попадается красивая подвеска с изображением знака зодиака Телец. Следующая находка – очень красивая и милая подвеска в виде маленькой рыбки.
На этот раз нам попадается еще одна очень красивая серебряная подвеска, знак зодиака Рак, 925 пробы. Эх, друзья, вы даже не представляете, какие чувства я сейчас испытываю, наблюдая за своей женой. Я очень рад, что она наконец-то в деле, и у нее все отлично получается. Заключительная находка сегодняшнего погружения – серебряная цепочка с кулоном. Но самое интересное в этой находке, что обнаружил я ее буквально в метре от Анечки. И если бы я не подплыл именно к этому месту, то скорее всего цепочку нашла бы именно она. Хорошая история и отличная находка для завершения сегодняшнего выхода. Пора всплывать. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, наискались. Очень устал. Жена уже, как вы видите, на досочке сидит, меня снимает. Показываю хабарницу по традиции. Хопа, ну полная, да, очень много монет, куча серебра, ну и так еще много-много всяких разных интересных находочек. Все, выходим на берег, все разлаживаем красивенько, пьем чаек и уже покажем, что нам удалось найти. Погнали! Ну что, друзья, мы уже на берегу, немножко отдохнули, подсохли, попили чайку. Вот так вот нашу доску положили сушиться. Конечно же, разложили все наши находочки. Но перед тем, как показать находки, друзья, сейчас мы поделимся с нашей такой неприятностью. Столько мы готовились, покупали все снаряжение, чтобы уже наконец-то вдвоем погружаться. И представляете, что случилось? Купили экшн-камеру DJI Osmo 6, последнюю версию. Подзарядил, вчера все приготовил, вставил ее в чехол в специальный водонепроницаемый. И в рюкзаке она в машине включилась, представляете, ну на запись. Там очень легко кнопочка включается, не так, как на GoPro. Все время до этого пользовался я GoPro. И все это время, пока мы сюда ехали, больше 2 часов, она снимала, представляете? Мы даже не посмотрели перед тем, как погружаться, просто я ее закрепил, все красивенько сделал, жена нажала кнопочку. И первый раз, когда мы выныриваем, я смотрю, у нее нету ни лампочки, ничего. Говорю, а что ты выключил? Она говорит, я не выключала. Ну, мы начали тыркать ее, она вообще не включается. В итоге сейчас только на берег, когда вышли, она еще раз включилась, смотрю, 5% подзарядка. Начали пересматривать видео просто в рюкзаке. Всю карточку на 124 гигабайта, одно сплошное видео, как она везется в темноте у нас в рюкзаке. Вот такая вот ситуация, друзья. Первый наш выход. Что могу сказать? У Анечки все получилось. Я со своей GoPro где-то что-то, я уверен, что я наснимал. Поэтому по-любому вы уже видели какие-то кадры 100%. Но она уже лично от себя ничего не удалось наснимать. Хотя все отлично, еще раз повторяюсь, получилось. И у нее даже были свои находки, сейчас покажем. Так, друзья, ну вот посмотрите, вот это вот все, это мое. Мы специально оставили все в хабарнице, чтобы показать, что у Анечки сегодня в первый раз попалось. Так, что, показываю, друзья. Вот это вот все по серебру. Как всегда, начинаю с серебра. Вот такая вот здоровенная цепочка. И вместе она идет с такой подвесочкой. 2 сердечка. Все надо чистить. Ну, уже, наверное, видели. Большая довольно-таки такая цепочечка, да. Вторая цепочка. Вот эту цепочку я нашел рядом с Анечкой. Да. Я к ней подплыл. И прямо у нее между, ну, где-то перед носом, приблизительно где-то в пару метров, начал копать, и она как раз двигалась в ту сторону. Это вообще-то должна была быть она моей должна была выкопать. Вы понимаете, что? Я просто к ней подплыл и начал впереди ее искать. Ну, вот так получилось. И оба, сразу же серебряная цепочка. Я ее позвал, и мы вместе ее вот так вот с ямки извлекали. Так, дальше.
Так что можно сказать, что это твоя. Дальше вот такой вот, смотрите, рак, да, или скорпион? Не, это рак. По-моему, рак. Тоже серебришко надо чистить. Колечко вот такое вот, безразмерное. Дальше еще колечко. Вот такое, плетеночка тут какая-то. Что еще? Это алюминий. Вот такая штучка, это тоже серебро. Друзья, я пока что не очень мы видим, но вы чищенную уже видели. Что-то, какие-то надписи, да? Или вот так вот. Какая-то подвесочка, видно вот две дырочки по бокам, цепочка, наверное, вот так шла. Интересная какая-то штучка. Так, получается, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 серебра. Но вот для меня самая лучшая находка этого копа, это вот, смотрите, друзья, монета. Вот смотрите, сейчас плохо видно, я немножечко смочу специально. Сейчас, смотрите, попробую вам показать. Вот, видите, 1/2 франка или чего, 1851 года. И здесь еще что-то, вот видите, силуэт. Я еще не знаю, друзья, что это за монетка, но это 100% серебро. Очень классно, что удалось найти серебряную монету. Это супер просто. Для меня это лучшая находка сегодня. Так что вот, друзья, сколько всего получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 серебра, ну и вот бижутерия. Крест вот такой прикольный. Посмотрите. Да, нержавеющая сталь с Иисусом, там еще надписи. И вот, смотрите, какая большая надпись. И там написано даже год, 1950, по-моему, год, да. Оно Санто, и вот снизу Germany, Германия. Потом вот такая вот рыбка, малюсенькая подвеска. Колечко, бижутерия, какой-то жетон, АЕК, не знаю, и подвеска вот такая вот. Думал, что серебро, но скорее всего, что нет. И там что-то вот написано. Что-то как-то она мне не похожа на серебро. Что дальше? Ходячки 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, где-то 20 евро. И вот столько много по марочкам. Пятаки, двоечки, пятьдесятки. Опять много марок. Ну и вот такая вот прикольная пуговица еще попалась, друзья, смотрите. Алюминий. Так. Очки ты. Ну и очки. 3 вида очков. Раз очки, 2, а вот это вот вообще для зрения. Какие-то такие хамелеонные меняют цвета. Короче, свои сокровища я точно нашел, вы видите, да, много. А сейчас показываем, что нашла Анечка. Сейчас я вам У нее металлодетектор без дискрима, как вы видели, от фирмы Quest. Он, кстати, подводный специально. Но все смотрите, равно неплохо. Да, для первого раза очень хорошо. Посмотрите, вот такие вот ключики. Потом серебро. Ей удалось найти серебро, посмотрите. Серебряная подвеска, знак зодиака, весы. Потом вот такая вот цепочка, но алюминиевая. Она разломалась вон с 3 частей. 1, 2, 3, 4. И вот смотрите, 5 марок, 2 цента, 10 фенингов, 10 и еще 5 марок, 2 евро, 20 центов. И еще тут десяточки. То есть, вы видите, да, свое сокровище она тоже нашла. Молодец, она пользовалась вот этим от Quest фирмы металлодетектор. У него нету дискрима, но он специально для подводного поиска. Он, по-моему, на 50 метров глубины, я точно не помню, мы его покупали вроде за 260 евро, что-то такое. Вот, наконец-то его испробовали. Уже будем знать, если куда-нибудь полетим, где запрещен поиск, хоть с таким где-то поищем. Что могу сказать? Да, немножечко неприятно, но... А про очки ты не сказал. Купили же очки. Да, купили очки новые, силиконовые, со всеми вот этими самыми нужными критериями, чтобы было накаленное стекло, знаете, темперед этот, ну, специально, чтобы не потело. В итоге оно начало потеть очень сильно, я не знаю почему. Маска дорогая, как и у меня фирма Туса, тут какая, не помню, Сиак, тоже хорошая фирма. Но почему-то потела. Мы ее пробовали менять, потом я ее себе одел, дал жене свою. В итоге, в общем, ну вот такие вот неприятности. Что не поделаешь. Наберемся опыта, все это пофиксим, все эти проблемы. В следующий раз будем бдительны, и в следующий раз будет все круто. Так что зачет, молодец. Самое главное, что она не выныривала, представляете? Она пока одну батарейку Немо не откатала, она не выныривала. То есть она всплыла всего где-то 4 раза за все время. Молодец. Некоторым парням даже не получается с первого раза вот так вот. Так что, друзья, все, будем заканчивать. Сегодняшнее такое наше видео. Кому понравилось,
Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропускать наши последующие видео. Мы поехали домой. Всем пока! Пока-пока. Пока-пока, друзья!